Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что, получается, мужчину с самого детства обманывают, навязываем ему то, что он должен обязательно жениться, чтобы стать счастливым, но по прошествии времени в браке и после развода мужчина понимает, что это действительно было навязано и очень ошибочно, ведь счастье это не принесло, а сейчас такое время, что женщине удобнее развалить брак, чем его сохранить. Но раньше семья считалась священным союзом. Неужели мы живем в такое время, когда прервется эта традиция? Из поколения в поколение семью ставили на первое место. И как так получилось, что мужчины, которые создали этот мир, которые завоеватели, первооткрыватели, с ними сейчас никто не хочет считаться? Сегодня я буду говорить о проблемах в браке, с которым сталкивается много мужчин, как женщина разваливает семью и отношения, и мужчины вообще перестают верить в любовь. Кто-то говорит, что все это придумано классиками, любви не существует, все очень романтизировано в стихах, в поэмах, которые мы учим в школе, там, сказки, которые нам читают с детства на ночь детям. Но вот, кстати говоря, некоторые сказки действительно не со счастливым концом, уже просто адаптировались для детей, а так в оригиналах, кто не знал, сказки тоже не заканчивались хорошо. Вот прям как у людей получается. Но также все-таки есть еще мужчины, которые очень хотят верить в то, что у них получится создать семью, несмотря на все ограничения, которые сейчас существуют для мужчин. Основные проблемы в браке, когда люди разводятся, считаются финансовая проблема, вопрос детей и нехватка близости. Такой момент, когда мужчины пишут о том, что все потраченные годы просто впустую, 8-18 лет. И мужчина, получается, выходит из брака просто ни с чем. Детей отобрали, алименты платят, никакой любви, отдачи, уважения не получил. А женщина не ценила, хотела выжить просто все по максимуму из него. Постоянно все требовала от мужчины, была недовольна. И когда ушла из семьи, когда захотела. И сейчас такое, да, вот самоуправство у женщин, когда они решили, что они главные в семье. И ведь это большая проблема, которой нужно заниматься. Раньше мальчики воспитывались отцами. И вспомните даже, как отцы потом передавали какое-то свое дело, ремесло мальчику. Да, вот то, что вот это вот наследство именно по мальчикам. А сейчас мальчик воспитывается мамой, бабушкой, там, тетей, еще кем-то. Ну вот пребывает в таком вот женском царстве. И женщина, конечно, показывает именно женскую модель поведения, а ребенок с детства как чистый лист. Вот то, что нарисуешь, такой взрослый и вырастет. И ребенок даже больше не слова слушает, а подражает взрослым, смотрит на их поведение. Поэтому что может женщина показывать? Конечно, только женское поведение. Поэтому полноценно мальчика, вот из мальчика настоящего такого вот мужчину вырастить, как правило, женщина одна не может. Поэтому обязательно у ребенка должен быть и мама, и папа. Ну а история, к сожалению, будет еще какое-то время вот это повторяться, когда ребенок воспитывается один, это очень печально. Женщина воспитывает мальчика удобного под себя, чтобы мальчик не расстраивал маму, чтобы он выполнял то, что она скажет. А мужчинам-то по природе своей нужна свобода. Мужчины, как я с самого начала сказала, завоеватели, первооткрыватели, охотники, в конце концов. Нравится исследовать этот мир. А женщины что обычно в семье делают? Они берут все желания мужчины и подавляют. Знаете, как дядюшка Фрейд говорил, женщина должна смягчить мужчину, а не ослабить его. И буквально недавно я видела картину, когда очень молоденькая девушка уже просто
настолько руководила ловко своим мужчиной, то есть она вот такая вот, мужчина большой, но кажется, что все наоборот, и явно в этой семье не мужчина главный. Иди туда, во столько придешь, как ты сходил, почему так долго? Женщине нужно учиться не подавлять мужчину, не ограничивать и не ломать ему таким образом психику. Ну а самих женщин сейчас воспитывают как иждивенок. Она просто женщина, она просто красивая, и поэтому мужчина ей за это обязан, и она хочет уже прийти на все готовое. Но раньше люди могли создавать семью с одной ложки и вилки, и потом уже в союзе вместе приобретали то, что они хотели. Знаете, мне поступает очень много комментариев от мужчин, когда женщина реально мешает развитию мужчины там, в деле каком-то или то, что он хочет, и потом, когда расходится, мужчина очень быстро начинает преуспевать во многих делах, а по идее это должно быть по-другому, если мы разные, так природа создана, да, когда в этом объединении мы наоборот, у нас должно все лучше получаться в союзе. Но здесь, конечно, нужно знать природу обоих, когда мужчина все время ассоциировался с могуществом, с силой, с интеллектом, а женщина с женственностью, эмоциональностью и мягкостью. Знаете, опять же, дядюшка Фрейд говорил, что люди, вступая в брак, перестают жить для друг друга и живут только для себя или для третьего человека, ну, может быть, там имеется в виду ребенок. Ну, то есть, когда наше желание выше желания человека рядом, то вот этот эгоизм, он, конечно, здесь и цветет всеми красками. Это вот очень похоже с женщинами, которые что-то очень много на себя всего взяли, что им подавай все просто благодаря мужчинам. Но как-то надо уже понять, что женщина тоже вообще-то должна быть самостоятельной. И, знаете, никто не хочет взять к себе на поруки маленького ребенка беспомощного и вести как тележку без одного колеса, вот с этой тяжестью по жизни. Ну, как-то не так это представляется семейная жизнь. Есть хорошая фраза, что мы узнаем о любви, когда сами ее проявляем. Большая проблема женщин сейчас, что женщины, они хотят все только получать и ничего не отдавать взамен. Нужно помнить, что все блага материальные, которые хочет получать женщина, никогда не заменят теплоту отношений, заботу близкого и улыбку своего ребенка. Знаете, сейчас как только не оправдывают современное общество в том, что общество сейчас на другом пути развития, что семья сейчас не обязательна. Но вот я тут задумалась, представьте, в дальнейшем, например, семья будет роскошью. Таким чем-то элитным, тем, что, чем могут владеть только, там, скажем, какие-то избранные люди. Как сейчас тоже некоторые думают о том, что вот сейчас такое время, естественный отбор происходит. То есть достойные смогут соединяться в эти семьи, а недостойные, скажем так, якобы нет. Ну, я так не считаю на самом деле. Ну, просто вот если задуматься, действительно, люди сейчас обладают этой семьей, может быть, не до конца ее ценят. А ценность, ведь мы, когда берем какой-то товар, который там один на полке остался, мы вот думаем, его разобрали, значит, он какой-то важный, мне тоже он нужен. Да, и вот пока сейчас еще у многих есть семья, и, может быть, да, семью не ценят, но вот при ситуации, когда это будет роскошью, семью начнут, наверное, ценить. Но здесь нужно сказать, ценить ее, конечно же, будут как с машинами. Вот тоже сейчас обратите внимание, да, насколько уже большой промежуток между тем, кто может позволить себе какую-нибудь там очень элитную машину и кто не может. Здесь нужно сказать, что желание людей создавать семью будет только тогда,
когда в семье будет уважение, когда в семье сама ценность будет человека, а не просто то, что этот человек будет как извозчик тащить на себе. Я сейчас говорю про мужчин и про женщин, которые так относятся к мужчинам. В конце концов, я уверена, что многие достойны этого, потому что, опять же, по комментариям я смотрю, мужчины описывают, сколько они всего делали для своей семьи. И это же какие сейчас неблагодарные женщины. Ну как вообще для тебя делать что-то человек, старается? Поэтому мужчины говорят, что они только начинают отвечать женщинам взаимность и больше топтать ноги об себя никто не хочет. Ну и такая сейчас эпидемия вируса, который витает во многих семьях и отношениях, называется она «Дай мне больше». Так говорят женщины своим мужчинам. Вот пока такая эпидемия будет, мужчины понимают, что держаться надо подальше от женщины и от всей этой семьи. Знаете, сейчас действительно большая проблема, чтобы встретить хорошую женщину, и уже, к сожалению, хорошие качества, просто которые были раньше абсолютно естественные, встречались во многих женщинах, сейчас они считаются уникальными. Это когда женщина может искренне благодарить, восхищаться, быть благодарной. Семья раньше считала служить одному человеку. Сейчас эти понятия все хотят уничтожить. И проблема сейчас в том, что мужчина перестает хотеть вступить в брак, но и также не видит смысла просто даже в сожительстве с женщиной. Как говорят сами мужчины, если парашют не раскроется в 99% случаев, то теперь вопрос, все ли захотят мужчины летать? Кто-то пишет, что я пришел один и уйду один, но на самом деле мы приходим в семью, рождаемся в семье. Поэтому я не думаю, что все хотят остаться одни. И тема одиночества сейчас на самом деле беспокоит множество людей. Кто-то пишет о том, что вот я пришел один и уйду один, но мы рождаемся в семье, мы приходим в семью, дети приходят в семью. Поэтому я не думаю, что на самом деле в глубине души многие хотят остаться одни. Но несмотря на все сейчас такие отрицательные условия для мужчины, все равно многие мужчины хотели попробовать создать семью, и я искренне всем этого желаю. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже завтра. Пока.